Дикие и древние леса Индии. Несмотря на старания лесорубов, многие из этих мест до сих пор сохранили первозданный вид. Это дом для огромного количества самых разнообразных животных, среди которых нашлось место могущественному и грациозному хищнику. Ему нет равных по размерам и силе. Он скрытен и смертоносен. Его появление приводит к всеобщей панике, ведь аппетиты этого хищника не знают границ. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня мы познакомимся с истинным королем джунглей. Встречайте, бенгальский тигр. Бенгальский – один из крупнейших подвидов тигра, но в размерах он все же уступает амурскому родственнику. Длина тела может превышать 3 метра, а масса стремится к отметке в 250 килограмм. Ареал обитания подвида охватывает страны Южной Азии, в частности Индию, где обитает около 60% всей мировой популяции тигров. Ежедневно этот огромный и бесстрашный хищник отправляется патрулировать территорию площадью около 80 квадратных километров. Обладая весомыми привилегиями, он не привык делить с кем-то территорию, поэтому может без очереди влезть на единственный в округе водопой. Но чтобы утолить голод, ему все же приходится быть изобретательным. Благо, естественных укрытий здесь более чем достаточно. Можно спрятаться за вечнозеленой листвой или в высокой густой траве. Но для успешной атаки огромному коту нужно приблизиться к жертве хотя бы на расстоянии 10 метров. Несмотря на размеры, тигр перемещается абсолютно бесшумно. Олени обладают невероятным слухом и обонянием, поэтому нужно поистине безграничное терпение, чтобы шаг за шагом сокращать дистанцию. Наконец, пользуясь беспечностью жертвы, хищник за несколько длинных прыжков настигает ее. Удар мощной лапой настолько силен, что легко сбивает с ног даже крупную добычу. После чего в дело вступают крепкие челюсти, не оставляя шанса на последний вдох. Добыча обязательно относится в укромное место. Невероятная сила и выносливость позволяет этому охотнику подолгу тащить жертву, вес которой превышает его собственный. Застать цель врасплох непросто. Зачастую олени превосходят хищника в скорости. По статистике, лишь 1 из 10 нападений заканчивается успехом. Но иногда преждевременная паника тоже может пойти на пользу. Когда все бросаются в рассыпную, есть шанс уменьшить дистанцию и перерезать путь к спасению. Ночь становится лучшим спутником для охоты. Реже хищник отправляется на промысел в сумерки. Его рацион на удивление разнообразен, но основное внимание всегда приковано к крупной добыче. Многочисленные приматы также попадают в список излюбленной добычи. На деревьях они в безопасности, но на земле каждая секунда промедления может стоить обезьяне жизни. А вот огромные быки или буйволы – слишком агрессивные и сильные соперники даже для тигра. Поэтому жертвой могут стать лишь детеныши или ослабленные особи, такие как этот гаур. Не теряет актуальности и тактика засады, ведь гораздо проще расправиться с жертвой, застигнутой врасплох. Несмотря на огромный вес, взрослый тигр может забраться на дерево, но такой трюк он проделывает лишь во время погони и на ограниченную высоту.
Гораздо чаще взаимодействие со стволом ограничивается отметинами огромных когтей, что вместе с пахучими метками служит предупреждением для посторонних. Даже родные сестры при достижении зрелости не могут жить мирно. Никакой командной охоты и хождения в гости. Хотя самцы вполне терпимы к самкам. Их территории могут пересекаться, и соседи хорошо знают о перемещениях и действиях друг друга. Стычки между самцами случаются, но тигры, обладая совершенным смертоносным оружием, практически лишены защиты, поэтому они всячески стараются избежать схваток. Хотя бывают исключения. Молодой тигр посягнул на территорию старого самца, который хоть уже и уступает в силах, но все еще имеет богатый опыт и знает секретные приемы. Клыки бенгальского тигра – самые крупные среди подвидов и семейства кошачьих в целом, что совместно с невероятной силой укуса гарантирует фатальный удушающий прием как для кабанов и оленей, так и для собственного сородича. Подобно ягуарам, тигры – одни из немногих кошачьих, кто испытывает теплое чувство к воде, что обусловлено обилием мангровых болот в округе. Хищники превосходно плавают и могут часами принимать ванны. В такой толстой шкуре это единственный способ охладить температуру тела в жаркий полдень. Брачный сезон не привязан к времени года. Обычно на свет появляется до 4 малышей, которые в 2-месячном возрасте впервые пробуют мясо, а спустя еще 2-3 месяца уже отправляются на охоту с матерью. С рождения у них есть около 2 лет, чтобы перенять все навыки охоты и подготовиться к самостоятельной жизни. А до тех пор они живут дружной семейной группой, даже когда догоняют мать по размерам. Век такого огромного хищника очень короток. Большинство больших кошек не доживают и до 10-летнего возраста, но в неволе тигр может прожить до 25 лет. Отдельного упоминания заслуживают белые тигры. Это крайне редкая мутация, и в природе уже более полувека не встречалось ни одной подобной особи. Но именно в естественных условиях был пойман белый самец, ставший прародителем всех ныне живущих белых тигров, которых сегодня в зоопарках насчитывается более 100. В природе же такой окрас малоэффективен, так как лишает хищника главного преимущества – маскировки. В свое время бенгальский тигр получил дурную славу людоеда. Человек действительно может стать мишенью хищника, но обычно такое поведение характерно старым или раненым животным. На счету самой известной тигрицы, застреленной более 100 лет назад, свыше 400 человеческих жизней. Спустя век ситуация изменилась не в лучшую для тигра сторону. В последние годы на животных охотятся целые банды, и в отдельных заповедниках истреблялись все тигры до единого. Лишь когда численность популяции приблизилась к критической отметке, были приняты экстренные меры, среди которых создание новых заповедных зон и борьба с браконьерами. По последним данным, в Индии обитает чуть менее 3000 особей, и ежегодно их число увеличивается на 6%. Остается надеяться, что дальнейшие шаги помогут вернуть тиграм былое величие, ведь сегодня их владение составляет лишь 7% от исторического ареала обитания. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!